Заявление о теракте в центре России, массированная атака на Москву, дело на личном контроле ФСБ. В РФ заявляют о поиске подозреваемых. Идет ли речь о повторении операции СБУ «Паутина» в Московской области? Путин срочно обратился к Трампу. Предложение озвучено, отчет пошел. Первая реакция Белого дома. Польша бросила вызов Путину. Варшава поставила ультиматум Кремлю. Каким будет ответ? Россия заявляет о стремительном продвижении своих войск на запад Украины. Киев говорит о спецмаскировке россиян и их планах по включению Днепропетровской области в состав РФ. Детали. По 1000 раненых солдат в день. В Германии озвучен сценарий работы больниц на случай военного конфликта России и НАТО. Немцы при этом роют бомбоубежища. Пресса пишет о невероятном спросе на укрытия. Заявление из Казахстана о завершении российско-украинской войны. Возможно ли встреча Трампа, Путина и Зеленского в Астане? Позиция республики. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, как всегда, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду благодарен. Время начать. Резонансное заявление из Грузии. Премьер Ираклий Кобахидзе обвинил в начале войны в Украине иностранные спецслужбы, которые, по его мнению, финансировали и две революции в стране. В своей речи при этом он не упоминал Россию, однако пообещал, что подобный украинский сценарий никогда не повторится в Грузии. Вы помните, что спецслужбы финансировали Майдан, и также помните, чем все это продолжилось для Украины. Сегодня украинское государство разрушено. Украина пережила две войны именно после революций, которые финансировали иностранные спецслужбы. Конечно, мы не допустим реализации этого сценария. В Грузии не существует никаких ресурсов для этого. Поэтому очень важно разоблачить все такое финансирование и внешнее вмешательство. Такое заявление прозвучало в преддверии муниципальных выборов в стране, которые пройдут 4 октября. На этот же день запланирована и масштабная акция протеста. Часть оппозиционных партий призвала бойкотировать голосование, утверждая, что участие лишь укрепит власть грузинской мечты, которую обвиняют в тесных связях с Россией. Напомню, что Кобахидзе неоднократно говорил о том, что силы извне пытаются повторить украинский сценарий в Грузии. В МИД Украины на это реагировали такими словами, цитирую: «Решительно отвергаем настойчивые попытки грузинских властей втянуть Украину во внутриполитические процессы в своей стране. Грузинскому правительству следует прекратить пугать своих людей мифическим украинским сценарием, реализуя в это время на практике белорусский сценарий». Конец цитаты. Россия заявляет о стремительном продвижении на запад Украины. В Минобороны РФ вновь отчитались о взятии под свой контроль территорий, находящихся уже не в Донецкой или Запорожской областях, а в Днепропетровской. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновская Днепропетровской области. В ВСУ уже говорят, что Днепропетровское направление для россиян действительно остается важным, но при этом второстепенным. Там считают, что ВС РФ своими силами в этой области пытаются не допустить переброски части украинских войск с этого направления на другие. Кроме того, допускают, что все делается также с целью дальнейшего включения Днепропетровской области в состав России. Об этом в интервью украинским медиа заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Днепр Алексей Бельский. Он также опровергает потерю Калиновского и утверждает, что российские военные небольшими группами благодаря маскировке попадают вглубь украинской обороны и там снимают видео с флагом. Таким образом, россияне освободили уже с десяток населенных пунктов на Днепропетровщине. Например, оккупационная группировка войск «Восток» 22 сентября освободила село Калиновское неподалеку Новониколаевки. Германия готовится размещать в больницах около 1000 раненых военных в день, на случай, если начнется та самая часто обсуждаемая возможная война между Россией и НАТО. Об этом в интервью Рейтер рассказал главный хирург Бундесвера Ральф Хоффман. По словам медика, число раненых будет зависеть от интенсивности боев и задействованных воинских частей. Им будут оказывать первую помощь на передовой, а затем доставлять в Германию для лечения преимущественно в гражданских больницах, отметил Хоффман. В качестве транспорта для транспортировки раненых Бундесвер рассматривает поезда и автобусы. Также планируется задействовать санавиацию. Раненые будут получать первичное лечение на линии фронта, после чего их будут транспортировать в Германию для лечения, преимущественно в гражданских больницах, добавил Хоффман. Он оценил потребность примерно в 15 000 больничных коек из общей мощности немецких больниц.
составляющий до 440 тысяч коек. Тем временем среди немцев, как утверждает местная пресса, новый тренд, особенно после налета дронов на Польшу. Это строительство бомбоубежищ. По данным компании BSSD Defense, которая строит укрытия по всей Германии, спрос на частные бункеры вырос на 50%. Об этом пишет Bild. Особенно много запросов на оборудование бомбоубежищ поступает от компаний и предпринимателей, которые сдают жилье. Цена частного бункера от 30 до 50 тысяч евро. Компании звонят, потому что хотят иметь бункеры для сотрудников прямо на территории предприятия. Арендодатели также интересуются укрытиями для жильцов. Немецкий центр защитных сооружений в Мюнхене также подтвердил Bild рост интереса к бункерам. Особенно после последних событий в Польше у нас увеличилось число запросов на консультации. Кроме того, сегодня уже 10% новостроек возводятся с бункерами. А Латвия вообще хочет отгородиться от России и Беларуси болотами. Ранее сразу несколько западных медиа писали о таком варианте усиления безопасности на границе. Теперь же латвийские военные подтвердили, болота будут восстановлены. Проект по воссозданию давно осушенных болот реализуется в 4 из 5 регионов Латвии. Латвийские военные подчеркивают, что эти природные укрепления станут частью Балтийской линии обороны. Процесс заболачивания будет финансировать Евросоюз. Особенно важно сосредоточиться на тех исторических местах добычи торфа, где восстановление болотных экосистем наиболее напрямую способствовало бы строительству Балтийской оборонительной линии на восточной приграничной территории. Напомню, в НАТО опасаются, что Россия может напасть на Европу уже к 2029 году, накопив к этому времени достаточные силы. Россия же при этом называет такие заявления Запада антироссийской истерией и уверяет, что не собирается воевать против Североатлантического альянса. Риск Третьей мировой войны сейчас сильнее, чем когда-либо. Такое заявление в преддверии 80-й сессии Генассамблеи ООН сделал глава МИД Венгрии Сиярто. Он заявил, что Будапешт поддерживает все инициативы, приближающие к миру, и отвергает все, что увеличивает риск эскалации. Сиярто озвучил и обвинения в адрес Брюсселя. Вместо того, чтобы мы, европейцы, выступали здесь, в Нью-Йорке, как голос всего мира, на нескольких предыдущих заседаниях Совета министров иностранных дел велась настойчивая подготовка, чтобы главной задачей нашей работы стало распространение европейской риторики о войне на Украине. Фактически Брюссель стремится убедить государства-члены Европейского Союза занять откровенно провоенную позицию. И, как мы видим, во многих странах ЕС такие намерения находят благодатную почву. Сиярто при этом заявил, что нарушение воздушного пространства стран НАТО вызывает беспокойство. Нарушение любой территориальной целостности он назвал недопустимым, однако призвал к дипломатии и уверяет, что нельзя терять каналы коммуникации между враждующими сторонами. Россия же при этом накануне заявила, что готова принять от стран НАТО доказательства, которые будут указывать на то, что дроны в Польше были российскими, а воздушное пространство Эстонии было нарушено российскими МИГами. На экстренном заседании Совбеза ООН, которое было созвано Таллином, представители Москвы заявили, что Европа пытается разжечь вражду между Белым домом и Кремлем. Мы, разумеется, понимаем и то, что истерика наших европейских коллег не в последнюю очередь направлена на то, чтобы попытаться вернуть на антироссийский курс новую администрацию США во главе с президентом Трампом. Подорвать договоренности и понимание, достигнутые российским и американским президентами на Аляске месяц назад. Украина при этом заявила, что необходима молниеносная реакция НАТО на инциденты, аналогичные тем, которые произошли в сентябре в воздушном пространстве стран НАТО. Необходимо такие угрозы нейтрализовывать, поэтому следует интегрировать нашу воздушную защиту над нашим небом, небом Европы, ведь это наше общее воздушное пространство, поэтому необходимо защищать это пространство. При этом два громких заявления, одно из которых обращение к Путину было записано представителями Польши. Изначально Туск озвучил решение. Все, что в незаконный способ проникает в воздушное пространство Польши и нарушает его, будет сбито, и это не обсуждается. Мы готовы принять любое решение, направленное на уничтожение объектов, которые могут представлять угрозу для нас, например, российских истребителей, если они нарушают наше пространство, например, пролетают над нашими территориальными водами. Я также должен быть абсолютно уверен, и вы правильно понимаете, что я не буду вдаваться в подробности, что все союзники будут относиться к этому точно так же, как и мы. Туск при этом накануне заявил, что ни один найденный БПЛА, который залетел в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября, не был с боевой частью, а поэтому угрозы для населения не было. А уже после этого заявления последовало обращение из зала заседания Совбеза ООН. Глава МИД Польши Сикорский обратился к Путину. Далее прямая речь. Есть
лишь только одна просьба к российскому правительству. Если очередная ракета или воздушное судно вторгнется в воздушное пространство без разрешения и будет сбито, и упадет на территорию, и обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приходите в этот совет и не печальтесь здесь и не возмущайтесь здесь по поводу этого. Вас предупредили. Спасибо. Как считаете, каким будет ответ Москвы на заявление Сикорского? Жду ваших вариантов в комментариях и вновь хочу сказать вам спасибо. Очень рад, что вы не только слушаете, но и слышите все мои просьбы поддержать канал лайком. Спасибо еще раз. Мне, конечно же, хотелось бы, чтобы это было стабильно в этом нестабильном мире. Опять же, если не сложно, жмите на палец вверх, подписка, а я пока продолжаю. Массовая атака дронов на Москву, названная терактом в центре России. Она началась 22 сентября ближе к 19 часам вечера. За 100 минут, как заявляет мэр Собянин, было сбито не менее 11 беспилотников. Произошла немедленная посадка самолетов, был введен запрет на вылет. В действии был традиционный для России план «Ковер». Российские медиа при этом назвали событие терактом и заявили, что делом о налете дронов занимается ФСБ и Следком России. Издание «Коммерсант» выпустило сообщение, в котором был намек на то, что беспилотники на этот раз могли прилететь не из воздушного пространства Украины. Напомню, в июне дроны Украины, провезенные в грузовиках к местам пуска втайне от водителей, атаковали аэродромы РФ. Это была операция СБУ «Паутина». Атака на столицу стала поводом для проверки, которую проводят органы ФСБ и СКР, сообщил источник «Коммерсант». По ее результатам будет возбуждено уголовное дело о теракте, статья 205 Уголовного кодекса. Предстоит установить, откуда именно и кем был произведен запуск беспилотных летательных аппаратов и насколько четко и оперативно сработала защита от них. В сети также накануне массово обсуждали кадры бреющего пролета самолета, то есть на предельно малой высоте в Московской области, буквально над крышами многоэтажек. Авторы видео уверяют, что это произошло во время того самого налета дронов. Отмечу, что мониторинговые каналы сообщали об атаке беспилотников и в других регионах РФ. Путин обратился к США, в частности к Трампу. Предложение не касается российско-украинской войны. Речь о том, что Москва готова продлить на год договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Этот документ, подписанный США и Россией, ограничивает количество ядерных боеголовок и средств их доставки. Но Кремль поставил условия. Шаг навстречу возможен только если Вашингтон сделает то же самое. Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение 1 года придерживаться центральных количественных ограничений по договору о СНВ. На момент записи выпуска на заявление Путина отреагировала пресс-секретарь Белого дома. Она сказала, что Трамп уже наслышан о предложении Путина, но сам американский президент даст ответ немного позже. Однако предложение России звучит неплохо, уверяет Белый дом. Казахстан хочет покончить с войной в Украине. Депутат Мажилиса парламента Казахстана Айдос Сарым не исключает, что встреча Трампа, Путина и Зеленского может состояться именно в Казахстане. В интервью RTVI депутат заявил, что у Астаны большой опыт политического посредничества и напомнил, что в Казахстане прошли 17 встреч в рамках урегулирования сирийской проблемы. Далее цитата представителя Мажилиса. «Мы уже видели сигнал от Трампа, он в ближайшее время собирается посетить наш регион, а поскольку Казахстан является честным посредником, честным брокером, то почему бы и нет?» Конец цитаты. Россия просит Международную организацию гражданской авиации смягчить авиасанкции, сообщает Рейтер, ссылаясь на достоверные источники. Издание пишет, что РФ срочно нужны запчасти для самолетов зарубежного производства, поскольку от этого зависит безопасность полетов. Из-за ограничений российские авиакомпании вынуждены искать запчасти более чем на 700 самолетов, а это в основном Airbus и Boeing сложными путями. Также журналисты Рейтер ознакомились с одним из документов, который Москва отправила Международной организации гражданской авиации.
авиации. В нем сказано, что организация, далее цитата, обязана принимать все практические меры для предотвращения применения государствами политически мотивированных дискриминационных и принудительных мер в сфере международной гражданской авиации. А вот издание «Политика» уже пишет о том, что Россия начала лоббировать снятие авиазапретов после того, как Трамп на прошлой неделе снял санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». При этом США пытаются не допустить, чтобы это решение открыло двери для поставок критически важных авиационных запчастей российским авиакомпаниям. Вашингтон пытается заблокировать полеты перевозчиков в Россию, говорится в материале, хотя такая мера, возможно, окажется неэффективной. Запрет США – это всего лишь формальность. Невозможно контролировать, что происходит в таможенном союзе «Россия+,» в который входит Беларусь, заявила Элина Рыбакова, руководитель международной программы Киевской школы экономики и научный сотрудник Брюссельского аналитического центра Бругл. «Я рассматриваю Беларусь и Россию как государства, которые в полной мере сотрудничают друг с другом, но границы между ними абсолютно прозрачны», добавила она. И напоследок о крупнейшей в мире фабрике по разведению комаров. Такая существует в Бразилии, однако ученые разводят насекомых не на продажу, например, в качестве корма для рыб или лягушек, а для борьбы с опасным вирусным заболеванием денге. Планируется, что фабрика будет производить около 100 миллионов яиц желто-лихорадочных комаров в неделю. В отличие от своих диких сородичей, фабричные комары заражены специальной безвредной бактерией, подавляющей способность насекомых распространять такие вирусы, как денге и зика. Потом этих комаров выпускают на волю, они распространяют бактерию по популяции, и, как следствие, люди реже заражаются опасными вирусами после укуса комаров. Такой подход уже показал успех в Колумбии, Индонезии и в самой Бразилии, уверяют ученые. Друзья, на этом все. Спасибо вам за просмотр. До встречи уже завтра. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, что новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.